Доброго здоров'ячка, хунту и хунтубры. Мы из Украины. Начну со смешного и очень предсказуемого. Потом про Меркель и про новости в тылу Украины, то есть от тех, кто с нами. Как вам, скорее всего, давно известно, большая часть россиянского гражданского воздушного флота самой Россияне, собственно, не принадлежит. Самолеты были предоставлены стране в Ставатии во временное пользование с уплатой определенной арендной платой владельцам суден. После вторжения в Украину Евросоюз запретил новые поставки, техобслуживание и страхование самолетов, а также предписал вернуть лайнеры лизингодателям. Эти санкции поддержали и другие государства, но действуя по своему стандартному принципу «А что вы нам сделаете?», самолет с гордой надписью на борту «Аэрофлот» решил сгонять на пляжике Шри-Ланки вместе с коленставателями внутри и даже долетел. А дальше началась русофобия прям неприкрытая. Высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу лизинговой компании из Ирландии к российскому Аэрофлоту и запретил самолету авиакомпании Airbus A330 покидать страну до 16 июня. Судебное слушание о снятии ареста лайнера назначено на 8 июня. Сомнения меня терзают, что лайнер таки вылетит обратно после этого заседания туда же, откуда прилетел, но то такое. Теперь по эфирам, интернет-изданиям и соцпабликам страны, не способной самостоятельно произвести ничего, кроме сероводорода и угроз, разносятся скорбные крики. «Да как вы посмели? Там же люди!» Отвечаю про людей цитатой россиянского Forbes. Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с самолетами, зарегистрированными за пределами страны и принадлежащими зарубежным лизингодателям, приостановить все международные рейсы с 6 марта, чтобы избежать арестов воздушных судов. Минтранс, в свою очередь, предложил удерживать самолеты, взятые в лизинг у иностранных компаний, на территории России и платить за них в рублях. Позже указ об оплате лизинговых платежей в российской валюте подписал президент Владимир Путин. Конец цитаты. Адрес и телефон Владимира Владимировича можно легко узнать в ближайшем отделении Спортлото. Уверен, он услышит стоны о помощи простых русских и не бросит их в беда. Вообще, конечно, мы теперь можем долго разбираться с тем, что же произошло вообще, кто виноват, что делать, куда бежать, а самое главное, кого винить. И будем еще разбираться много лет. Кого-то обвинить — это вообще самое главное. Вот свежая цель для разбора. Ангела Меркель. И тут я серьезно постараюсь. Ангела Меркель в своем первом публичном выступлении после начала российского вторжения назвала ее переломным моментом европейской истории. Трудно забыть, что во время последнего визита в Соединенные Штаты в качестве федерального канцлера еще она добивалась от Джозефа Байдена согласия продолжить строительство Северного потока-2. Затормозить американские санкции тогда удалось ценой неимоверных политических усилий. И где сейчас этот Северный поток? Но на самом деле потерпела поражение не политика Меркель. Потерпели поражение многолетние усилия по сохранению мира в Европе. С каждым годом правления Владимира Путина сохранять стабильность на континенте становилось все труднее. Надежда на то, что российского президента удастся заинтересовать экономическими выгодами сотрудничества с Западом и тем самым уменьшить его агрессивность, не оправдывались все чаще и чаще, но все старались. Меркель сильно, кто-то слабее, кто-то старается до сих пор. Сейчас уже очевидно, что Путина экономика интересует меньше всего. Более того, он в ней не разбирается и никогда не ценил того факта, что вся его популярность базируется в конечном счете не на имперском величии и демагогической пропаганде, а на нефтедолларовом дожде, причем далеко не во всех регионах россияне. Ангела Меркель осознала, что Путин переместился в другую реальность, одной из первых. Известно, что она говорила о своих впечатлениях от общения с российским президентом после аннексии Крыма Бараку Обаме. Почему же она продолжила с ним общаться и бороться за Северный поток-2 после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе? Похоже, она вдруг решила, что способна быть политическим психиатром Владимира Путина. Удерживать его от войны с помощью комплекса политических шагов и экономических преференций, сохранять иллюзию, что Кремль сможет добиться своих целей без применения военной силы,
что энергетическое сотрудничество остается обоюдоострым оружием, и с ним нужно быть поосторожнее. Война это сотрудничество неизбежно разрушит. Словом, она пыталась разыграть сложную шахматную партию с человеком, который предпочитал шахматам вкусный чай и шпили Солсбери. Да и само время шахматных партий в политике завершилось. После избрания Дональда Трампа президентом США Меркель лишилась самого важного своего козыря — совместных действий Соединенных Штатов и Евросоюза в стратегии сдерживания России. А в одиночку никаких ее дипломатических усилий, конечно уж, тем более не хватало. Начался политический закат. В декабре 19-го стало заметно, с каким практически нескрываемым удивлением она наблюдала за остальными участниками саммита Нормандской четверки в Париже. Молодые люди, уверенные, что они смогут переиграть Путина в интерьерах Елисейского дворца, могли показаться ей детьми, которые забрались в клетку медведя в зоопарке в надежде, что именно они окажутся шустрее и красивше. На этом саммите она казалась уставшей школьной учительницей, которой больше не прислушиваются ее повзрослевшие, но не обязательно поумневшие ученики. Тем не менее, вряд ли стоит не замечать, что среди удачных обстоятельств, в кавычках, которые позволили Путину рассчитывать на быструю победу над Украиной, был и ее уход с политической сцены. В Кремле были уверены в тот момент, что наступила эпоха слабаков. Наконец-то они ее дождались, которые не смогут дать отпор российской агрессии и в Вашингтоне, и в Киеве, и в Берлине, и даже, в Испании, Португалии, Австралии. Эта недооценка противников стала важным фактором, предопределившим провал трехдневного блицкрига и сегодняшние танцульки морально и физически поутихшие второй потернетной армии мира. Путин так и не понял, что в демократических странах политики следуют за общественным мнением, а Ангела Меркель точно знала, что ее соотечественники не хотят войны и делала все, что считала нужным. Другой вопрос, насколько сильно она заблуждалась и в итоге как далеко заблудилась, чтобы предотвратить путинскую агрессию. Но происходящее сейчас в Украине изменило общественное настроение и заставляет проявлять решительность даже самых нерешительных и самых осторожных, либо сметает их с политической сцены. И, как обещал в начале ролика, про тылы. Украина. Разрабатывается вслед за ликвидацией возможности страховать россиянские суда, включая нефтяные танкеры в Лойдс, алгоритм распространения вторичных нефтяных санкций, чтобы отпугнуть всех, кроме самых забубенных от таких сделок. Литва и Норвегия лечат украинских военных. Чехия и Словакия чинят украинскую технику. Швеция передает новую партию вооружений. Польша закупает у США новые игрушки в беспрецедентном количестве. Швейцария разрешила Германии поставлять другим европейским странам танки немецкого производства, которые состояли на вооружении швейцарской армии. Речь идет о 42 танках «Леопард-2 А4». Украина и Польша создают общее комплексное и многопрофильное оборонное предприятие. Номенклатура производства не разглашается. Норвегия восстановит украинскую энергетическую инфраструктуру. Латвия открыла 16 уголовных производств в отношении местных пропагандистов войны против Украины. Металлика собрала $1 миллион для Украины. Что в тылах за поребрика? Китай все прямее намекает РФ, что ей стоит прекратить боевые действия в Украине, иначе он не сможет помогать ей обходить санкции, которые, замечу, введены до полного восстановления территориальной целостности Украины в границах 2013 года. Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан прекратили трансляцию большинства российских каналов. РФ пытается стабилизировать отношения с Зимбабве и Гвинеей. А как ты прокачиваешь свой игровой левел? Турция не поддерживает санкции, но и не позволяет РФ обходить их. Молдова запретила российские информационные программы. Прогресс медленный, но есть. 5 июня в Казахстане пройдет референдум по либерализации конституционного устройства страны. И в самое-самое завершение про подводные лодки в степях Украины. Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в ходе визита в Германию обратился к министру обороны страны Кристине Ламбрехт с просьбой предоставить Киеву
подводные лодки. Цитата. «Не исключаю получение от Германии подводных лодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. Это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем», сказал гигант мюсли и по совместительству народный депутат и спикер Верховной Рады України. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса. Підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Пенс. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходу каналу Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш вклад в перемогу України.